решили съездить мы на Тиволи. Маленький городок, примерно в 40 минутах езды от Рима. Знаменит тем, что там есть несколько больших вилл, римских, старых, и большой парк. Мы решили опять же разделиться. Я иду на виллу Андриана, а моя попутчица и, соответственно, жена идет в совсем другое место. Мы там будем гулять параллельно, отдохнем хотя бы психологически друг от друга. Там есть два варианта, как добраться. Один из них это поезд. Он идет около часа, возвращается, правда, он 37 минут, это очень интересно. Есть еще вариант автобуса, но мы пришли, автобусы не работают никакие, нам сказали, что только на трейне. За наличку можно купить билеты, там есть где покушать, где погулять и прочее. Это очень сложный трек на самом деле. Я для себя так решил. Я сначала это пройду все пешочком, а потом расскажу вам. Сказать честно, это не для каждого подойдет. Те люди, у которых проблемы с суставами, с ногами, с коленями. Это будет довольно трудно, потому что вниз вам нужно от стартовой точки спуститься примерно метров, наверное, под 200. Сделать несколько кругов, причем карта этого места так устроена, что есть ответвления, которые тоже переходят по градусам. Есть один неудобный очень момент. Везде разный уровень порожек, и порожки старого типа, когда вы становитесь, они немножечко выше. Вот они были построены в начале 19 века, они немножечко выше, чем те, к которым привыкли вы. Плюс не везде неоднородная очень структура трекинговой, вот этих дорожек маленьких. Где-то это просто земля какая-то, где-то стесанный камень, где-то мелкие куски местного камня, которые вбиты и отполированы, и соединены между собой как брусчатка. Получается, что проезд сюда от Рима стоит 3 евро на человека на поезде, и он будет занимать в районе 50 минут. Поезда, в принципе, ходят регулярно, но, как и везде принято в Италии, все опаздывает, сразу говорю, но наш поезд задержали минут, наверное, на 10. Так что и мы приехали, в принципе, плюс-минус 10 минут. При выходе из вокзала под Большим Орлом римским вы увидите, где набрать водичку. Такую же, как и в Риме, там поильничек маленький стоит. Плюс везде здесь по треку, когда будете спускаться, я насчитал еще, наверное, 4, может 3-4 фонтанчика, тоже можно набрать водичку, с этим вы не расстанетесь. Дальше за мной, вот если видите, вот там есть кафешечка, передо мной есть музей, и там же тоже маленький магазинчик. Очень комфортное место, я, честно говоря, поэтому сюда и ехал, потому что количество руин в моем сознании уже превысило все нормы, и я хотел окунуться в природу. Монте-Катины Термы, конечно, очень, но это все-таки городок. А это вот именно такая рекреация для отдыха. Людей здесь очень мало. Русскоязычных я встретил пару молодую всего. Вообще сюда не едут особо. Шопинг для нас почему-то гораздо интереснее, чем, не важно. Есть еще здесь недалеко вилла Адриана. Она отсюда примерно 4 километра. Не меньше. Уже мы какую-то часть прошли, значит, допустим, 3 оставим. Она занимает 40 гектаров. То есть там можно ходить, бродить и так далее. Но она на самом деле до этого разорена варварами, а уже в 16 веке из нее вытащили все колонны, весь мрамор фактически и все статуи для виллы ДСТ, которая тут недалеко совсем. Там сейчас моя жена. Может быть, я сейчас туда тоже схожу, если у меня времени будет достаточно. А здесь вы не увидите ни памятника, ни статуи. Там, может, парочка где-то там в начале была. Из единственного, вот вы здесь видите старый храм, он прямо за мной. Больше ничего из архитектурных изысков римского периода вы здесь не увидите. Тут есть такие еще нюансы, так как вообще весь регион весьма неустойчивый, и так как вообще в Термы вот здесь довольно недавно относительно была очень крупная
землетрясение, и погибло, кстати, много людей. Эти гроты, все они ограничены где-то там по проходам. Основная часть там можно пройти, там дорожки и так далее. Но, допустим, в грот Нептуна вы заходите до определенной точки. Я там, конечно, прошел через оградку, чтобы вам поснимать. Свод грота, ну, наверное, метров 5. Вода течет с необыкновенной скоростью. Место потрясающее по своей сути, хотя оно относительно новое. В самом начале при входе, после оплаты, на сегодняшний момент цена 8 евро. Вам предложат сфотографировать QR-код. По QR-коду вы можете получить там как-то сведения какие-то на английском или итальянском языке. И аудиогид, опять же, на английском или итальянском языке. Может быть, кому-то это нужно. В принципе, для англоязычного я попробовал английский, там интересная информация, но он очень громкий, и здесь очень неудобно. И вообще не хочется здесь получать какой-то заряд информации, просто хочется гулять и наслаждаться глазами настоящую природу, лицезреть это потрясающе, конечно. Потому что вот я люблю, когда все зеленое. Я не люблю, когда вот просто камни. Мне нужно походить вот по камням, да? А потом и по историческим зданиям, а потом мне нужно окунуться в природу, чтобы как-то так восполнить баланс электролитов и прочего зеленой энергии внутри. Жена меня уговорила, я прибежал к ней и тоже зашел в Палаццо д'Este. Она говорит, тут волшебный парк. Этим она меня и купила. Но я сейчас пока буду просто по замку ходить. Вы представляете, что вот это сооружение, грот, находится в одной из комнат этого замка. Это первый этаж, кстати. То есть при постройке они, видимо, привезли вот участок этой, не знаю, горы, наверное, и туда его интегрировали, а потом уже украсили необходимым всем. Конечно, это было правильное решение сюда прийти. Вы обратили внимание на богатство, на количество фресок, на их количество. Расписаны абсолютно практически все комнаты огромными пролетами. Это грандиозное место, грандиозная работа не только архитекторов, но и художников, планировщиков. Фантастика.
Я не знаю, как это сделать, честно. То, что необыкновенная фонтанная группа по качеству, по количеству, по объему работы необъяснимо. Дальше еще больше. Я не понимаю, как это все сделано. Я не понимаю, какой объем работы здесь. Я не понимаю, сколько по времени. Я более чем уверен, что если вы пороетесь в интернете, вы найдете видео по Вилла де Эсте, которое будет гораздо красивее, чем это я смогу сделать. Но вы сами видите то, что вы видите. Я понять не могу вообще, как я сюда попал, конечно. Спасибо моей жене. Очень трудно понять, как вот после вот этого, можно что-то даже снимать. Как устроен парк. Многоуровневые, с большим наклоном террасы. Каждая терраса уходит по углам и в маленьких альковах в отдельные фонтаны. Количество фонтанов я не могу подсчитать. Далее, оказывается, это еще обнесено валовой стеной. И она там сзади меня. И тут из каждого места еще потрясающие виды. Это вот замок, достойный королей. Район Трастевере. Приехать в Рим и не побывать здесь – это как минимум преступление. Район очень старый, изначально на латыни назывался Транстиберим, что в переводе означает «по ту сторону Тибра». Селиться тут стали давно, начиная еще с этрусков, это век 7-6 до нашей эры, потом приходили сирийцы, евреи. Но этот район не очень любили, потому что считали его бедными кварталами. Кстати, жители самого Трастевера до сих пор не очень понимают, чем именно вызван сейчас такой ажиотаж вокруг их района. Чем же он так примечателен? В нем все еще царит атмосфера и колорит Старого Рима. Судя по всему, после того, как люди погуляют по Риму, походят по достопримечательностям, оставят свои надписи на руинах там, и прочие несексуальные излишества, все идут сюда. Потому что здесь на одного человека, наверное, одно кафе или ресторан. Древние церкви, узкие улочки и, конечно же, масса древних легенд. Например, о базилике Санта-Мария-ин-Трастевере. В период античного Рима тут находился дом терпимости, а потом вдруг на этом месте забил фонтан нефти, и местные стали почитать это место святым и чудесным. И вот уже в III веке именно здесь построили эту церковь. Кроме всего, в Трастевере есть галереи, ботанический сад и, конечно, совершенно чудесные дворики, закоулки и площади. Ближе к вечеру, когда спадает жара, начиная примерно часов с 5 вечера, в районе начинается паломничество туристов. Как и везде, в Риме тут не протолкнуться. А уже ближе к 6 вечера открываются бары, рестораны, которые заполняются моментально процентов на 110. Такое очень, видимо, знаковое место для местного населения. Ну, вообще, на самом деле, местных тут только в ресторанчиках и обслуживающем персонале. Основная часть это все-таки туристы, процентов 90. Это полностью ориентированный на район, на туризм. Но я вам честно скажу, вам тут понравится. Спокойненько, так респектабельно фактически, почти. Такой легкий налет культурных изысков, каких-то таких канделябров.
Самые туристические рестораны не закрываются в течение всего дня, но самые вкусные открываются только с заходом солнца, который, кстати, действительно заслуживает своего внимания. После практически 2,5 часов гуляния мы решили присоединиться к толпе праздных людей, которые просто сидят, что-то кушают, выпивают апероль. Здесь ходить не переходить. Здесь нужно, наверное, посетить пару дней. Плюс у вас довольно близко, как оказался, вот этот остров, как он остров называется? Как еще раз? Тиберина. А за ним уже центральная часть, практически тут до Колизея рукой подать. С большим удовольствием. Будет у вас время. Приезжайте сюда, именно в Трастевере, гуляйте, а потом присоединяйтесь к остальным туристам, кушайте и выпивайте. Ну что, на здоровье. Отдельное внимание нужно, конечно, уделить самому городу. В обязательном порядке самостоятельно прогуляться по Риму. Первым посещению рекомендую, конечно же, Пантеон. Уникальное сооружение, полностью сохранившееся на протяжении последних 2000 лет. За исключением внешнего декора. Как ни странно, ученые до сих пор не знают, для чего же именно он был возведен. После постройки в него попала молния, и часть внешнего облика была изменена. И только в IV веке нашей эры его перестроили из языческого пантеона всех богов в христианскую святыню, в которой стали хоронить и известных людей, в том числе и Рафаэля. Далее по узким и многолюдным улочкам нужно пройти к Испанской площади, у подножия холма Пинчо. Это местная фотозона для туристов со всех концов света. А наверху лестницы возвышается титулярная церковь Тринита дей Монти и, конечно же, прекрасная обзорная площадка перед ней. Совсем рядом с храмом находится метро, которое нас отправит в музей Ватикана. Место, которое обязан посетить каждый уважающий себя человек на этой планете. Это комплекс из более 30 музеев. Попасть сюда несложно. Достаточно забронировать электронный билет, иначе вас ждут километровые очереди. Приходите лучше с утра, тогда у вас, возможно, хватит времени на посещение хотя бы половины музеев. Внутри есть и туалеты, и кафе, есть где отдохнуть и отправиться дальше. Огромная толпа подхватит вас и понесет вперед. Залы по очереди сменяют друг друга, и все, что вам остается, просто постараться держать себя в руках от этого грандиозного великолепия. Из больших залов со скульптурами вы попадаете во внутренние дворики с шедеврами средних веков. Тут вам просто жизненно необходим аудиогид. Тот, который предлагается на кассе, не имеет русского языка. Картины, барельефы, скульптуры – это просто сбивает дыхание. В таком количестве, так близко увидите все. Все, что вы видели до этого на картинках, вдруг попадается вам на глаза. И примерно через 2 часа, когда ноги начинают молить вас о пощаде, вы попадаете в комнаты Рафаэля. А затем
в Сикстинскую капеллу. Невозможно это место описать словами. Сотни лет Ватикан собирал и создавал эти шедевры. Сотни миллионов людей смотрели на них восхищением многие годы. И теперь к этой бесконечной очереди присоединились и мы с вами. Ну а я жду от вас лайк, подписку, конечно же, желаю всем хотя бы раз в жизни увидеть все это величие своими глазами.